Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную несладкую выпечку. Это будет пирог с кабачками и с сыром, и к нему мы еще приготовим вкусный соус. Готовится он очень просто и получается очень вкусным. Прежде всего нам нужно приготовить овощи для пирога. Одну луковицу нарезаем мелким кубиком. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Также нам нужно на терке натереть одну среднюю морковку и 2 кабачка. Я их не очищаю, тоже натираем на терке. Вес их примерно 400 грамм. Из зелени нам понадобится по 3 веточки укропа и петрушки. Мелко нарезаем. Теперь готовим тесто. 3 яйца, 125 мл растительного масла без запаха, 100 грамм йогурт. Все размешиваем венчиком. Сухие компоненты: 220 грамм мука и 10 грамм разрыхлителя. Все это мы просеиваем в миску к жидким компонентам. Все размешиваем. Еще нам понадобятся специи. По 1 чайной ложке паприка и соль, и по пол чайной ложки куркума и черный молотый перец. Посмотрите, какое густое тесто у нас получается. Также мы добавляем 200 грамм сыра фета, или в моем случае это болгарская брынза. Просто руками нужно все раскрошить в крупную крошку. И еще добавляем 100 грамм сыра, который плавится, у меня моцарелла, натертый на терке. Выкладываем все овощи в миску и как следует все перемешиваем. Масса должна стать однородной. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Форма у меня 20 на 30 сантиметров. Я ее выстелила пекарской бумагой. Выкладываем всю массу в форму и разравниваем. Выпекать мы будем пирог в заранее разогретый на 180 градусов. Режим вверх-вниз духовки до румяности 35-40 минут. В моей духовке он пекся 45 минут. Пока пирог остывает, готовим соус. 300 грамм йогурта, 1 зубчик чеснока, нужно измельчить его или на терке, или при помощи чеснокодавки, как я. И 3 веточки укропа мелко нарезаем. И теперь нам нужно просто все перемешать. Посолить нужно, поперчить по вкусу. Наш соус готов. Пахнет укропчиком и чесноком очень аппетитно. Пирог у меня остыл, достаем его из формы, убираем пекарскую бумагу. Сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Посмотрите, какой он красивый, какой он румяный. Режется он прекрасно, он мягчайший. А посмотрите, какой он получился в разрезе. Мне так нравится, что видны кусочки брынзы, которые не расплавились. Ну что, будем сейчас его пробовать. И обязательно с соусом. Друзья мои, приготовьте. Это так просто и очень-очень вкусно.